Друзья, всем привет! Сегодня будет заключительная серия моего челленджа «Это не мои дети». И мы сегодня отпразднуем дни рождения всех детей. И в конце серии вас ждет сюрприз. Поэтому давайте начинать. Желаю всем приятного просмотра. У нас Аиша на улице, потому что она же оставалась ночевать у Макса в прошлой серии. И когда она вернулась, дети уже проснулись. Поэтому она, чтобы не выдавать себя, она такая побежала к мусорному баку, типа, знаете, она уже давно проснулась, она работала на огороде и сейчас просто выкидывает мусор какой-то с заднего двора. В общем, она еще та шифровальщица у нас. И хотя дети уже все догадываются про их отношения с Максом, но Аиша почему-то до сих пор им не сказала, потому что, наверное, думает, что они все еще маленькие. И вот они у нас пошли в школу, она их как ни в чем не бывало проводила такая, ну все, давайте, я тут продолжу пока убираться на улице, поэтому отправляем детей в школу. Аиша после этого решила немного покушать, не обращайте внимания, после детей у нас, как обычно, бардак. И давайте мы уберем еду. Вещи убирать я не буду, потому что дети уже взрослые, поэтому, когда вернутся, пусть сами убирают за собой свою одежду. Аиша приучает их к самостоятельности, но еда может испортиться, поэтому еду мы убрали, а вот вещи придут сами уберут. И давайте садимся работать, начинаем писать очередную книгу. Конечно же, мы сейчас посмотрим на календарь. У нас сегодня пятница, и сегодня празднуют дни рождения Джун и Вивиан. И дальше у нас тоже будут активные дни, там у нас вот день рождения за днем рождения. Плюс нам еще по челленджу нужно достроить комнаты детям. О, нам начислили как раз 4600, и у нас уже 8000. Поэтому да, план на эту серию у нас это дни рождения детей и стройка, чтобы выполнить цели моего челленджа по максимуму. Итак, дети вернулись со школы. Аиша почему-то быстро устала, и я ее уложила немного поспать. Ну, видимо, прошлой ночью с Максом они не выспались там, хотя я их оставляла спать. И сегодня мы будем праздновать, как я говорила, день рождения у Джун и у Вивиан. И я сейчас еще раз проверяю, чтобы случайно не повзрослеть, кого не надо. Поэтому давайте, Вивиан, я думаю, она сможет сама приготовить тортик, потому что мама вот у нас что-то плохо себя чувствует, улеглась спать, да, а Вивиан у нас с чертой характера умная, увлекается всем подряд, и садоводством, и готовкой, она всем увлекается, поэтому, я думаю, она и тортик сможет приготовить. Сначала, правда, ей придется убрать посуду, да-да-да, нужно помогать родителям. Так, Джун у нас тоже, смотрите, молодец, он тоже помогает убираться, а то сегодня гости придут, чисто же должно быть. Итак, торт готов. Вивиан, кстати, ничего не спалила. И давайте мы приглашаем друзей на день рождения. В гости мы позовем, соответственно, Циска для Вивиан, блондинчика для Сэнди, Стеллу для Джуна, Макса, конечно же. Ну и на этом все. На этом, я думаю, все, потому что, когда очень много народу, у них очень тесно становится и очень шумно. В общем, их дом пока не готов к большим дням рождения, поэтому вот пока вот так. Гости уже тут начинают подтягиваться. Макс, смотрите, обнимает Наоми. Он со всеми поздоровался. Ему же Аиша сказала приходить чаще, чтобы дети привыкали, чтобы он рядом был постоянно. Поэтому он старается со всеми поговорить. Но, мне кажется, они и так к нему привыкли, они же его знают вот с младенчества, он постоянно к ним заходил, помогал. Не часто, конечно, но он приходил сюда больше, чем все остальные, поэтому они к нему привыкли уже давным-давно. Итак, ставим тортик.
Ой, Стелла Вивиан поздравляет, смотрите. А Наоми селфи делает. Неожиданно. Я не замечала за ней таких интересов, кстати. И пусть они немножко вначале у нас пообщаются. А теперь пора задувать свечи. Вивиан у нас, как обычно, первая. Она самая старшая всегда была. Блин, у меня будет ностальгия по ним. Я не могу сделать этот шаг, чтобы они выросли. Они такие клевые были, когда маленькие. Вот, все. Все, Вивиан задувает свечи и становится взрослой. Жизненную цель я ей выберу быстро. Она у нас любит все, что связано со знаниями. Поэтому здесь есть, по-моему, знания во всех областях. Это вот точно про нее. И черту характера, конечно же, мы тоже выберем, связанную со знаниями. Так. Вот это я искала. Гений. Это про Вивиан. Она у нас очень умный ребенок. Так. Окончание школы, выпало какое-то уведомление. А я, кстати, не проверила, Вивиан отличница у меня или нет. А вот здесь написано, смотрите, она закончила школу с отличием. Ну все тогда, Вивиан у нас отличница. Первый готов. И Аиша сделала им подарок на день рождения в виде подборочки, такого небольшого видео-коллажа, как Вивиан росла. Ого, а она в каком платье? А откуда у Аиши такое зеленое платье? Я и такое не покупала. Неожиданно. Это тебе Макс, что ли, подарил, когда вы вчера там вместе были? Аиша, откуда у тебя такое платье? Ну, ладно, давайте оставим уже этот момент и посмотрим подборочку, как росла Вивиан. И следом у нас второй по старшинству. Я же была в отпуске, и я была в Сеуле. Я насмотрелась на всю эту красоту, на сеульских парней. Поэтому Джун у меня теперь любимчик. Ну, он у меня и раньше был, нравился мне больше всех, но теперь еще больше. Еще больше он мне нравится. И давайте празднуем день рождения Джуна. Я помню, как он пел в душе, каким он маленьким был. Ну, я всех, конечно, помню, но у меня сегодня такая будет ностальгическая нотка в этом видео, потому что оно последнее с ними. И так, с чертой характера и жизненной целью у меня тоже с ним легко. Он же хотел петь. Поэтому выбираем ему музыкальный талант и творец. Вот, все, что связано с музыкой, это его. Он у нас творческий парень. И давайте смотрим аттестат. Да, он у нас тоже закончил школу с отличием. Мы молодцы, ура! В туалет хочешь? Ну давай, сходи в туалет и приходи. Мы с Аишей тоже для тебя приготовили подарочек. Посмотрим твое видео. Ну и, конечно же, после того, как Джун повзрослел, мы можем пофлиртовать со Стеллой. Да, вот так вот. Опять, блин, ну что она вот за противная девочка? Вы посмотрите. То есть она его везде с собой зовет, а как он к ней начинает вот проявлять какие-то там романтические чувства, все, ей ничего не нравится. Блин, ну, я знаю, она специально так. Нужно просто за ней побольше поухаживать, там подарочки подарить. Знаем мы тебя, Стелла, знаем, не убежишь от нас. А Остин в полотенце. Вот человек, я не знаю, пофигист. Вот он самый спокойный, самый безалаберный, и ему вообще наплевать, что происходит вокруг. Тут гости, день рождения, он в полотенце. Ну вот, он такой, да. Наши тут едят тортик, общаются, и первые подростки у нас стали взрослыми.
Я еще раз погрущу, дальше, наверное, будет легче. И смотрите, смотрите, Аиша сидит с Максом, и Остин рядом, и мне кажется, они вот как-то спалились, потому что Остин смотрит на них и думает: эх, вы взрослые, вы думаете, мы ничего не видим и не понимаем, да? Так, у нас уже 2 часа, все разошлись. Так, Аиша, давай, ты продолжаешь у нас работать. Чего это ты опять спать улеглась? И тебе нужно еще вызвать рабочих на завтра, будем делать пристройку. Вивиан у нас теперь взрослая, в школу ей ходить не надо, поэтому она нам поможет сейчас здесь прибраться, убрать со стола, в целом вот навести порядок дома, и будем готовиться к завтрашнему дню. Завтра день рождения Сэнди. Итак, суббота, 9 утра. Подростки, оставшиеся наши в школу, не идут, сегодня выходной. И на работу, кстати, тоже никому не надо, потому что никто не работает у нас, но я подумываю о том, чтобы устроить вот старшеньких на работу, потому что даже если за 2 дня они мне хотя бы по 100 симолеонов принесут, это будет большая прибавка нам. Так, и нам начислили деньги сегодня, 4500. Так, Вивиан у нас тут за компьютером. Ну, пусть она немного поиграет, пока Аиша спит. Опять, кстати, спит. Спит и спит она у нас. Но она у нас работала, правда, всю ночь, книги писала, поэтому пусть поспит. И потом она у нас сядет, как обычно, работать. И проверяем давайте. Суббота. Сегодня день рождения только у Сэнди. Я не знаю, как они так распределились. Я детей создавала в один момент, но вот дни рождения у них почему-то растянулись по времени. Но мне это и на руку, потому что чем дольше, тем у меня больше шансов пройти цель моего челленджа. А Вивиан, кстати, Вивиан заказала одежду, потому что у нас осень скоро, и плюс они повзрослели, поэтому мы заказываем им повседневную одежду. Сразу вот Вивиан заказывает себе, Джуну и Сэнди, так как у нее сегодня тоже день рождения. И также списываем за пристройку комнат. Давайте сразу за 3 комнаты по 3000 за комнату и по 500 за электричество. Итого списываем 10500. Рабочие у нас уже здесь, поэтому начинаем пристраивать. Так, первая комната есть. Вторая комната тоже есть. И третья комната готова. Как обычно, сразу проводим свет. И у нас осталось всего 130 симолеонов. Эх. Так, а у меня тут Аиша почему-то в ярости, смотрите, вся красная. Я ее такой никогда не видела, мне кажется. Что у нас тут? Задолженность по кредиту, да? А у нас денег, наверное, не хватит на кредит, мы все потратили. Так, сколько там? 146? Ну да, нам денег не хватает. Поэтому я даже не знаю, Аиша, давай как-то справляйся со своими эмоциями. Сегодня денег у нас уже не будет. И поэтому, да, давайте все-таки мы устроим старшеньких на работу, так они нам хотя бы смогут вот на кредит, да, зарабатывать. И Вивиан у нас гений, любит знания, поэтому она у нас идет на ученого. Здесь все легко и понятно. И можем дальше продолжать спокойно спать. А это что такое? Мамочки, вы видели? Вот почему она была злая и спала постоянно. У нас Аиша беременна. А как так получилось? А мы не планировали. А у них с Максом не было вот этого действия завести ребенка. Вот это новости. Вот это вот развитие событий. Это, знаете, это игра подбрасывает такие сюрпризы, которые вот даже вот невозможно запланировать, потому что они еще у меня не съехались. Я как-то, думала, что мы сначала, они у меня съедутся, а потом заведут там ребенка.
Но теперь нам точно деваться некуда. Давайте тогда Аиша скажет детям, что у нее отношения с Максом и что вот у них будет пополнение. И так, подождите, давайте. И заодно я сейчас Джуну пока тоже найду работу. Здесь тоже все легко. Он у нас музыкант, поэтому устраиваем его на исполнителя. Навыки, кстати, я никакие поднимать не буду. Нам просто нужно, чтобы они нам чуть-чуть приносили денег. И давай, Аиша, раз ты стала счастливой, вдруг неожиданно для всех, садись писать. Остин, нет. Остин, не ты садишься, Аиша садится. Да занял он, да, я вижу, что ты не можешь сесть. Остин, вставай. Так, Аиша садится. И теперь вот я не знаю, она в таком состоянии будет много у нас писать? А нет, мало. Видите, она опять не в настроении. Поэтому давайте она поедет сейчас к Максу на работу. Ей же нужно рассказать ему новости, да? Поэтому, чтобы как-то поднять себе настроение, мы поедем к Максу. Аиша приехала к Максу на работу. Он, конечно же, обрадовался, что она пришла, но мы его не будем сразу шокировать. Давайте она сначала с ним пообщается, скажет, что соскучилась. Поэтому вот решила приехать сделать сюрприз и напомнить ему, что у Сэнди сегодня день рождения, поэтому пусть он пораньше приходит сегодня. И так, теперь мне надо найти, где это действие, рассказать новости. Так, секундочку. Вот. И теперь она... Ой, девушка, ну проходите, ну пожалуйста, блин, ну девушка, в такой момент влезли. Ладно, как вам реакция Макса, вы поняли? Мне кажется, он рад новости, да? У него же нет детей? Или он в шоке? И я хочу, чтобы после этой новости Макс, конечно же, как настоящий, да, любящий мужчина, сделал ей предложение. Поэтому давайте я вот на секундочку возьму его под контроль, и чтобы сделать от его имени предложение. Все-таки это мужской такой, да, важный поступок. Поэтому мы ждем. И заодно мы посмотрим. Ну да, видите, он рад этой новости, как я и думала, он рад ребенку. В целом он планировал уже раньше сделать предложение Аише, потому что у него сейчас кольцо будет с собой, да, и когда он услышал эту новость, он поэтому сразу без каких-то там раздумий делает ей предложение прямо на работе. Блин, опять люди ходят. Блин, ну вот они вот такие милые тут. Ну вот как получилось тогда. Красивых видео и фото не будет. Тут вот нам мешают другие симы. И у нас будет 6-й ребенок. Вот это да. На него челлендж не распространяется, если что. А то я тогда могу все пройти. Ну что, мы их поздравляем, да? Давайте я больше не буду управлять Максом. И оставлю Аишу здесь немножко почитать, отдохнуть. А Максу нужно дальше идти немного поработать. И пока мы были у Макса, у нас уже вечер. Сэнди ждет праздника, поэтому давайте мы вновь приглашаем друзей. И сегодня мы позовем только друзей Сэнди. До этого были вот друзья Вивиана и Джуна, а теперь Сэнди пригласит только своих друзей. У нее вот блондинчик. Так, вот эти вот парни два.
И вот вроде она вот с вот этой девочкой еще общается, поэтому вот давайте вот 4 пригласим. И так как готовить торт некому, поэтому Сэнди попросила Вивиан приготовить тортик, потому что вот мама у нас теперь быстро устает и ничего не успевает. Но Вивиан с радостью, и торт уже, смотрите, готов. Сэнди тут сидит в окружении парней. Это, конечно, ее любимый момент в жизни, да, когда все крутится вокруг нее. И давайте еще раз проверяем, что у нас день рождения сегодня только у Сэнди. Все, Сэнди загадывает желание. Поздравляем! Так, жизненная цель. Здесь тоже все легко. Здесь тоже легко догадаться. Она у нас девчонка влюбчивая, любит внимание. Поэтому жизненной целью у нее будет серийный романтик. Она пробует, ищет свою идеальную пару. И, конечно же, для этого одной из черт характера у нее будет романтичность. И yes, да, Сэнди у нас тоже заканчивает школу с отличием. Прекрасно. И, как обычно, мы с Аишей подготовили сюрприз для Сэнди. Небольшое видео, давайте посмотрим. И знаете что? Наверное, мы сразу Сэнди тоже устроим на работу. Вдруг она уже завтра сможет принести нам денег. И так, вот, ей очень подходит. Она у нас будет законодательницей стиля, она у нас же красотка, была королевой выпускного, поэтому вот она вся в моде, в красоте. И пока что, мне кажется, у меня вот идеальные попадания по карьерам. Вот у 3 подростков из 5. Ой, забываюсь, уже у 3 молодых симов, а не подростков. Взрослые же уже теперь стали. Так, давайте идем угощаемся тортиком. Сегодня ни у кого больше дня рождения нет. Так, Аиша у нас хочет в туалет и спать. Как мы теперь будем писать книги? Что-то у меня теперь подозрение, есть подозрение, что мы теперь не скоро напишем книгу, хоть одну еще, потому что, как я понимаю, беременность у Аиши проходит тяжело. Она вот очень быстро устает, все время хочет в туалет, поэтому на работу у нее сил не хватает. Но я, конечно же, не буду ее особо мучить, конечно же, да, в ее положении, поэтому давайте я отправлю Аишу так в душ и спать. А ребят оставляем здесь болтать, и мы с вами увидимся завтра. Ну что, воскресенье. Я более-менее привела Аишу в порядок, но, как я говорила, у нее очень быстро падают все показатели. У нее же не может быть двойни, да? Так, нас сколько? Нас 6? Тогда может. У нее может быть двойня. Но я надеюсь, что нет, потому что я хотела к ним еще и Макса подселить, поэтому буду надеяться, что у нее 1 ребенок. И давайте я вам покажу. Детям пришла повседневная одежда на осень, так как у нас вот выросли 3 подростков, поэтому мы им вчера купили, заказали одежду, заплатили за нее, и вот сегодня она пришла. Итак, первая у нас Вивиан. Она, смотрите, она причесала волосы, потому что она же теперь работает, ученая, и чтобы вот соответствовать статусу, она теперь ходит, она теперь начала следить более-менее за собой. Не как Сэнди, конечно, но хотя бы вот она делает теперь укладку. Так, Джунчик. Джун у нас певец, поэтому он очень ярко одевается, заказывает себе такие вот необычные, да, для повседневной жизни костюмы. Ну и в принципе все, больше ничего я у него не меняла,
Прическа у него осталась так же, и он, как всегда, с наушником в ухе, поэтому вот как особо не поменялся. Сэнди. Сэнди, кстати, у нас поправилась. Но так как она в стиле моды, в стиле красоты, то теперь она, конечно же, будет чаще ходить на спорт. Сейчас она выбрала себе поэтому вот длинные платья, чтобы как-то скрыть свои недостатки, но при этом платье достаточно красивое, подчеркивает то, что она у нас разбирается в моде и в целом вот достаточно уверенная в себе. Во внешности я ей тоже особо ничего не меняла, просто вот немножко челку с лица убрала, а так все оставила без изменений. И утро воскресенья. Вивиан у нас тут в огородике. Это ее, кстати, любимое место для исследований каких-то. Она тут что-то записывает, что-то высчитывает, что-то сажает. Я вот даже не знаю, что она тут делает. Она сама всем занимается. Смотрите, блондинчик приглашает Сэнди на блошиный рынок. И мы, конечно же, соглашаемся. Блондинчик же это ее тайная любовь. Ой, а на блошином рынке у нас дождик. А что мы будем делать в дождь? Я под дождем, если честно, не хочу сидеть. Тут все мокрое. Поэтому вот наши отправились в ближайшие соседние караоке. Они тут немножко поболтают, и Сэнди решит, что она наконец-то должна как-то соблазнить этого парня. Он сам ее пригласил на свидание, и она же у нас теперь серийный романтик, поэтому, ну что, она решила спеть ему песню, скорее всего, про любовь. Как вы думаете, блондинчику понравится такое внимание от Сэнди? И так как она у нас романтик, да, теперь никто не устоит, и Сэнди всех покорит своей красотой, своим напором. Вот, видите, все. Блондинчик, ты наш. И смотрите, Сэнди не оставляет своих намерений, ей нравится этот парень, поэтому она его первая поцеловала. Ну, а дальше, я думаю, они сами разберутся вдвоем, что тут делать, поэтому я их тут оставлю, а сама вернусь домой. Вот, я хотела проверить Аишу, она у нас пишет, но все, она уже сердитая и злая, видите? Беги, давай в туалет. У нее с туалетом прям проблемы какие-то, она постоянно хочет в туалет. Джун, кстати, смотрите, у нас ушел на работу. Я им не буду ни производительность повышать, ни навыки улучшать, потому что у меня есть идея на детей, но на кого я еще не знаю, поэтому это как раз будет сюрпризом в конце серии. Поэтому они у нас просто ходят на работу и приносят нам деньги. Так, Макс у нас пришел. Он пришел, видимо, навестить Аишу. Она вчера ему, получается, вчера вот у нее был день рождения, да, у Сэнди, а сегодня она ему еще не звонила, и поэтому он сам решил ее навестить. Вдруг нужна какая-то помощь. И вот они тут поговорят. У Аиши, смотрите, очень болит спина, она уже даже сидеть не может. И он ей, может быть, сделает массаж, интересно. Так, где массаж? Есть только предложить массаж. Ну, давайте, она ему скажет, вот, смотри, у меня болит спина, нужно вот сделать мне вот так. Вот поворачивайся, я тебе покажу. Вот так вот берешь и делаешь мне вот такой массаж. Давай, делай. Дети так смотрят. Аиша с Максом, кстати, им уже все рассказали. Они рассказали, что Макс сделал ей предложение, что Аиша беременна, поэтому они уже не скрываются. И вы посмотрите, Макс пришел, и Аиша опять радостная. Так, Наоми, давай срочно освобождай компьютер. Сюда садится Аиша и немножко поработает. У нас сегодня воскресенье, у детей дней рождения сегодня нет, поэтому Аиша садится, она садится писать. Давай допишем книжечку.
Наверное, это будет последняя, да, в этом челлендже книга, поэтому постарайся, и после я от тебя вот отстану. Будешь спокойно ходить беременная и будешь делать все, что хочешь. Я тебя не буду заставлять больше работать. Так, и еще вызови строителей на завтра, пожалуйста. И, как обычно, мы дописали книгу в 4 утра, мы ее опубликовали, и Аиша хочет есть, поэтому сейчас она идет есть, потом сразу спать, и все, на этом с книгами мы пока завязываем. Та-дам! Понедельник. Последний денечек этого челленджа. Аиша у нас еще спит, Остин играет. И вот как раз наши младшенькие, Остин и Наоми, у них сегодня будет день рождения, и они сегодня идут в школу. Да-да-да, мы не пропускаем, мы идем в школу, это пункт нашего челленджа. У нас Остин, смотрите, отличник, и Наоми тоже. Последние наши малыши идут в школу. Вивиан сегодня на работу в 10, а Джуну в 5 вечера. Но это уже поздно, поэтому нам нужно будет его отпросить с работы. Так, а Сэнди тоже в 10. Поэтому вот Вивиан у нас и Сэнди идут на работу. Сегодня у них первый день на первой работе. А к нам пришли рабочие, и сначала я хочу обустроить комнаты, которые я уже сделала. И я сейчас потихонечку вот наклею обои, поставлю сантехнику и перетащу кровати и покажу вам уже результат. Так, вот что у меня получилось. Я пока ничего не пристраивала, пока только вот в комнату мальчишек добавила шторы. И вот здесь вот сделала 2 комнаты, да, в одной поставила туалет, в другой душ. И пока вся сантехника простенькая, не очень дорогая, чтобы нам хватило денег на все сегодня. И я сейчас списываю 1500 симолеонов. Мы же за подключение воды тоже должны платить по 500 симолеонов за комнату. А у нас вот 2 комнаты на первом этаже и 1 большая душевая у девчонок на 2 этаже. И в 2 других комнатах нам поклеили обои, тоже повесили шторы. И теперь это комнаты Наоми и Сэнди. И у нас еще есть деньги, чтобы пристроить еще 1 комнату. Нам же нужно по челленджу, чтобы у каждого ребенка была своя комната. И для начала я спешу 3500 за пристройку и за электричество. И теперь уже давайте будем пристраивать, а то вдруг денег бы не хватило. Итак, пристраиваем комнату, свет, дверь, обои. Это будет комната Вивиан, поэтому ей сделали очень простую светлую комнату. И переносим сюда ее кроватку. На окна нам пока денег не хватает, но будем считать, что я выполнила пункт челленджа. У меня, потому что не было особых требований к комнатам. Главное, чтобы у каждого ребенка была вот своя отдельная комната, и мы это сделали. И чтобы мне не забыть, давайте Джун у нас позвонит на работу и попросит дать ему выходной. Смешно, да? Он 1 день отработал и уже просит выходной. Мне кажется, его сейчас сразу уволят. Но у нас уважительные причины. У нас сегодня дни рождения наших младшеньких. Вот так, его отпустили, смотрите, все отлично. И если у Джуна все отлично, то у Аиши опять все плохо. Опять ей нужно в туалет, поесть, в душ. Поэтому давайте ее разбудим, и она побежит у нас в туалет, потом в душ. Ой, подождите, а что это я ее в этот туалет-то отправляю? У нас же теперь туалет в доме есть. У меня, знаете, все, автомат работает, что надо туда идти в туалет, и я не привыкла, что у нас в доме есть туалет. Тогда мы идем вот сюда, мы идем в наш новый туалет. И душ, кстати, мы теперь тоже можем принимать дома.
Блин, непривычно так, что они теперь ходят в нормальный туалет. Ну как тебе, Аиша? Аиша, ты это заслужила. Это ты, только ты, с 5 детьми. Ты сама смогла заработать и построить почти вот такой новый, да, большой, красивый дом. Осталось вот его чуть-чуть подремонтировать, и это вообще будет шикарный дом. И Аише еще нужно покушать. Давайте, будущие мамы 6-го ребенка, покушай немножко. Джун нам тут немного поможет и приберется, потому что сегодня опять будут гости, наверное, не знаю еще. И давайте Аиша сама приготовит тортик. Сегодня она в хорошем настроении, детишки скоро придут уже из школы. А вот и они, Остин и Наоми, вернулись из школы. Так, Макс звонит, хочет прийти. Конечно, приходи, сегодня же день рождения, что ты спрашиваешь, приходи. Аиша тут приготовила тортик. Наоми мы отправим чуть-чуть поспать, а то она уснет на своем дне рождения. И еще нам нужно сразу поставить свечей на торт, чтобы его не съели. И сейчас вот наши подростки придут в форму, и тогда начнем празднование. И первый у нас, давайте, идет Остин, вся семья рядом. Аиша, иди скорей. Блин, дрыхнет, вы посмотрите. Но мы ее простим, да, у нее очень сложная беременность, она очень тяжело ее переносит, поэтому без нее. Так, Остин. Здесь мне нужно подумать. Кстати, он у нас пофигист, лодырь или же бока. Так. Он же у нас еще любит компьютерные игры. Я вспомнила, поэтому все. Вот, он у нас будет специалист по компьютерным играм. Отлично. Ну и с работой тоже, да, понятно, какая она у него будет. И так, черту характера давайте добавим ему неуклюжий, может быть. Мне кажется, ему подходит. Ну да, давайте, не все же нам хорошие черты характера выбирать, да? И он у нас закончил школу тоже с отличием. И несмотря на то, что Аиша спит, она тоже подготовила видео для Остина. И давайте его посмотрим. Ну что, последняя осталась. Друзья, у нас последняя малышка сейчас будет праздновать день рождения. Давай, Наоми, загадывай желание. Итак, жизненная цель. Я сейчас ей выберу жизненную цель. Она будет немножко странная и неожиданная для вас, потому что я вот не смогла понять, чтобы ей подошло, да, и поэтому я ей выберу цель, которую вы никогда бы не догадались. Она будет рыболовом. Позже, я думаю, вы догадаетесь, почему именно эта цель. А из черт характера, ну вот из черт характера, наверное, ей больше подходит карьеристка, потому что она у нас такая вот, достигатор, карьеристка, очень похожая по себе. Итак, школу мы тоже закончили с отличием. Все, у нас все подростки закончили школу с отличием. Это был пункт челленджа. И все, ребят. Наш последний подросток повзрослел. Сначала давайте мы посмотрим ее видеоисторию. И теперь, пока они будут кушать тортик, подведем итоги моего челленджа. Получается, из всех целей я выполнила отличников. У меня и в младшей школе, и в средней они были отличниками. У каждого ребенка есть своя комната, да. Есть в доме 3 ванных или туалета, да. Аиша встретила свою любовь, да. И не только теперь. И вот 2 я не выполнила.
не смогла развить малышам все навыки и не заработала больше денег, чтобы выплатить кредит и выкупить дом. Не знаю, конечно, можно ли было выполнить эти пункты челленджа, но, возможно, я как-нибудь попробую пройти его еще раз, но с другой профессией. Или, может быть, если вы будете пробовать, напишите мне, удастся ли достичь всех целей. В один из дней, когда все занимались своими делами, Вивиан вот тут что-то изучала в огороде, Сэнди принимала душ, Остин, как всегда, спал, а Джун тренировался в пении. Наоми особо ничем не занималась и сидела в ноутбуке. Аиша готовила обед, в доме раздался сигнал тревоги. Важное сообщение. Просьба всех включить радио или телевизор. Важное сообщение. Просьба всех включить радио или телевизор. Граждане, нашей стране нужна ваша помощь. Мы ищем смелого, умного, сильного героя, который поможет государству. Поэтому всех жителей в возрасте от 20 до 30 лет просьба прибыть на сборочный пункт для участия в отборе. Тот, кто будет отобран для прохождения миссии, получит приз в размере 500 тысяч симолеонов. После этой новости дети на самом деле воодушевились, особенно Наоми. Она у нас всегда была целеустремленная, достигатор. Она всегда хотела сделать что-то очень важное в этой жизни. Мальчишки тоже хотели пройти этот отбор, так как эти деньги, приз, да, очень помогут всей семье. И только одна Вивиан немножечко переживала от услышанного, потому что она заподозрила, что им что-то не договаривают и не просто так дают такую огромную сумму участнику миссии. Телевизор опять включился. Еще раз повторяю, все жители в возрасте от 20 до 30 лет просьба прибыть на сборочный пункт для участия в отборе завтра в 10 часов ровно. Приз победителю в размере 500 тысяч симолеонов.